Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня видео по запросу. Я делала видео про покупки косметики и спросила, интересно ли вам посмотреть, чем пользуюсь в настоящее время. И девочки написали, что хотят посмотреть такое видео. И вот я решила записать. Берите, будет видео долгое, берите что-нибудь вкусненькое, чай, кофе. Вот эта вот девушка меня спрашивала в тот раз, когда я делала примерку в Заре, что я купила. Купила вот эту блузку. Обычно я, конечно, леопардовые вещи не ношу, редко очень. Могу там шарфик себе позволить, заколку. А у меня была блузка наподобие тоже, только там был рисунок на более темном фоне. А вот эта блузка мне понравилась, хотя вроде такая яркая расцветка, я как-то... В общем, в принципе, мне понравилось, особенно если с черными брюками, такими под кожу. Еще у меня есть такие бежевые, коричневые брюки, там вот похожий тон. Будет хорошо именно, вот я часто мучаюсь, не знаю, с чем надеть, именно с чем носить эти брюки. И вот эта блузка как раз, вот она под цветовой гамме очень подходит. Поэтому я решилась на такой яркий принт. Вот. Ну, в общем, начнем. Сразу хочу сказать то, что для меня нет такого тоже как бы приоритета. Дорогая продукция, дешевая продукция. Вот это я не пользуюсь этим. Это дешево, я не буду. Это там содержит какие-то СЛС и там еще что-то. У меня такого нет. Я пользуюсь тем, что мне нравится. Если это недорого стоит, это будет моим фаворитом, потому что, как говорится, продукты, которые хорошо работают и стоят недорого, всегда у меня будут в фаворитах. Я люблю такие средства находить и пользоваться. Я еще сделаю вам видео про Ефраше, потому что про Ефраше сделаю отдельное видео. У меня есть что рассказать, просто свое мнение о бренде. Так, начнем, наверное, с очищения, да? Первое, что я покупала недавно, у меня заканчивается. Взяла на пробу Öl Démaquillant, в общем, смывающую косметику, мыло. Ничего. Ну вот из пятерки, наверное, на 3 с плюсом. В принципе, работает, смывает. В принципе, такое жидкое, эмульгируется при контакте с водой. Но, конечно, это не какое-то масло дорогое, как там Bobbi Brown, Шуймура или еще что-то. Но больше, конечно, я покупать не буду. Но, в принципе, если вы ищете недорогое какое-то масло, то и ничего. Я, в принципе, им пользуюсь и буду пользоваться, вот закончу. Ну, покупать больше не буду, естественно. Но не могу сказать, что прям совсем отвратительно, потому что косметику оно более-менее смывает. Так, следующее, что? Это пенка. Пенку я взяла вот Lancaster. Это для снятия макияжа мусс такой мягкий для всех типов кожи. Здесь нектар лилии и флорентийский ирис. Пахнет, конечно, божественно. Такой прям очень приятный запах цветов. Мне кажется, пахнет какими-то мамиными духами, такими сухими в коробочке. Елены, что ли, были. Что-то мне такое напоминает, такое близкое из детства. В принципе, неплохо, но он не содержит, плохо пенится. Видимо, у него такие мягкие компоненты. Я люблю все-таки, когда пены много. Он очень мягкий. Его нужно вот нанесла, нужно взбить. Лучше, конечно, какую-то иметь такую салфеточку. Но салфеточку мне иногда лень брать. И, в общем, он как-то... Ну вот мне не хватает пены. В принципе, неплохо тоже смывает. И цена у него, конечно, немного не дешевая, но здесь 150 мл. Но пахнет божественно. И мягкий такой продукт. В принципе, кожу очищает. Но я хочу вам сказать, я не знаю, как вы, многие там используют 3-ступенчатую, 5-ступенчатую, 4-ступенчатую систему очистки лица, да? Я использую там, ну это не касается только этих продуктов, любых, масло, да, там косметику с мыла или там какую-то мицеллярную воду,
пенку, и потом я всегда прохожусь молочком. Всегда. Потому что сколько бы я ни делала экспериментов, и, кстати, раньше у меня кожа была хуже. Вот постоянно какие-то были вот высыпания, что-то. Ну, может быть, это, конечно, возрастное. Но в последнее время, вот после масла и пенки, я обязательно прохожусь каким-нибудь молочком. Неважно, каким, самым дешевым. Я иногда беру вот Гарнье, Лореаль, любое вот какое-нибудь молочко. Мне, конечно, нравится очень Дарфан, такой большой с банановым экстрактом, но его сейчас я не могу нигде купить, оно почему-то везде нет его в продаже. Вот. И наношу молочко, и потом еще раз снимаю ватным диском. И знаете, всегда диск грязный. Вот прошлась маслом, прошлась пенкой, и все равно диск грязный. Я говорю, все-таки вот такой до чистого диска я очищаю. Потом я споласкиваю лицо, могу опять нанести мусс, и только потом уже тоник. И вот только тогда я чувствую, что у меня действительно лицо очистилось. Остается очень много загрязнений, каких-то там пудра, тональный крем особенно. Поэтому у меня в ходу молочко всегда. Я беру. Сейчас вот у меня Гарнье с розовой водой, веганский, более-менее тут 96% натуральных ингредиентов. Вот. Ну, конечно, приятно, когда молочко приятно пахнет, но не всегда. Вот. Обычное молочко, любое, но эффект вот до тех пор, пока диск не станет вот чистым. Какие-то загрязнения, где-то тональные, где-то пудра. Очень хорошо все снимает. Глаза. Глаза я снимаю... Макияж глаз я снимаю вот таким средством. Опять к нему вернулась. Обожаю, потому что покупала более дорогое средство Рок, там L'Oréal брала, но поняла, что вот это средство самое оптимальное. Прекрасно работает, снимает макияж. Вот именно двухфазное с маслицем. А большой объем, здесь почти 400 мл, мне хватает практически на год использования. Вот. Ну, может быть, не у всех так, у меня просто продукты очень медленно расходуются. Вот. У кого-то, наверное, может и быстрее. У меня, например, когда я жила с дочерью, у меня все улетало. Сейчас у меня как-то продукты расходуют более медленно. Ну, не знаю почему. В общем, вот сейчас не важно, сейчас особенно важно экономить. Вот эта вот штука стоит недорого. И прекрасно снимает и макияж глаз великолепно, ну и всякие там тональные средства, пудры и все остальное. Замечательно. Вот сколько раз я его брала, потом думаю, что-то возьму другое, и все равно к этому возвращаюсь. Так, следующее что? Тоники. У меня были продукты такие профессиональные от Janssen Cosmetics. Я покупала у косметолога, даже когда уезжала, брала про запас. И вот они сейчас у меня все заканчиваются. Это вот этот тоник Janssen Cosmetics для сухой кожи. Он такой, знаете, легкий. Тоже великолепная у него отдушка, какая-то нежная, успокаивающая. Им даже глаза можно протирать. Он настолько мягкий. Ферментированный такой тоник, и он написано Radiant Firming Tonic, в общем, подсвечивает. Ну, в общем, он увлажняет. Его можно просто вот так вот на руки и нанести после умывания. Он не дает коже стягиваться. Глазки можно протирать. В общем, замечательно. Сейчас вот у меня проблема, где найти эту косметику, потому что я не вижу здесь, только на какой-то специальный сайт. И то неизвестно, продадут мне, потому что я же не косметолог. Вот, замечательно. Буду еще искать. Я вообще Janssen люблю. Крем для глаз тоже у меня от них замечательный закончился. Ну, сейчас просто хочу заменить. Но еще у меня вот тоже добиваю. Все-таки крем для массажа, я массаж делаю не так часто. И вот здесь очень большой такой объем профессиональный. Это релаксирующий массажный крем. Тоже пахнет божественно, такой вот легкий, дорогой апельсин, такой расслабляющий апельсин. Вот. И очень хорошо делать массаж. Прям вот наносите, можно использовать масло, но это именно массажный крем. Мне она делала им именно массаж.
У меня, наверное, такой рефлекс на этот запах, и поэтому у меня вот сразу какое-то успокоение. Она прекрасно делать с ним массаж. Можно использовать роллеры, гуаша, можно просто руками какой-то массаж, но очень такой вот он, особенно в руках, сразу растворяется, такой приятно пахнет, и действительно массаж великолепный выполнять, он прям скользит, прекрасно скользит, поэтому добью и буду покупать еще. Мне очень нравится это. Даже когда можно наносить как ночной крем, как вот такую питательную ночную маску я иногда наношу. Но это я делаю, когда у меня кожа головы, допустим, я знаю, что завтра утром я буду мыть голову, потому что он очень жирный. И, естественно, если попадет на волосы, то голову придется мыть заново. Так, и вот тоник у меня еще есть такой салициловый, брала от Niplab для пробы. Ну, так как у меня их несколько, поэтому этот с гликолевой, салициловой кислотой. Ну, неплохо, но покупать больше не буду, ничего особенного. Так себе. Что брала еще и для очищения? У меня такая вот есть мицеллярка. Решила я попробовать. Здесь было написано, что здесь есть жасмин. Это мицеллярка от Зая. Это, по-моему, польская марка. Но, к сожалению, никакого жасмина я здесь не нашла. Почти ничем не пахнет. Обычная мицеллярка, ну, очищает, но все равно я отдаю предпочтение больше молочку. А для глаз я люблю такие вот масляные двухфазные очистители. Так, из ухода начну, наверное, с сывороток. Сывороток у меня несколько. С витамином С. Вот такая сыворотка заканчивается у меня. Кто-то говорит, что, в общем, нужно, чтобы были специальные продукты или в капсулах. Витамин С быстро разрушается. Но, несмотря на это, я пользуюсь вот этим витамином С. Он здесь очень так тяжело отсюда его выдавливать. Он в такой легкой, такой жидкой такой форме, желтого цвета. И я наношу его вечером. Наношу сначала прям на руки и на лицо. И сверху какую-то сыворотку или крем. И знаете, мне нравится эффект. Я вообще любила вот эту марку Yes2. Мне нравился их крем с морковкой, с ретинолом, томатный какой-то я брала раньше в Литуале. И вот этот вот грейпфрут, прям подсвеченное, более яркое, более светлое лицо. Каждый раз, когда наношу, я вижу на утро эффект. Вот хотя бы вроде, ну, уже вроде бы он и не такой свежий, когда я его там только открыла, да, но при этом он прекрасно работает. Так что буду повторять, наверное, даже витамин С. Если ничего лучше не найду, у меня есть другой витамин С, но вполне. Знаете, чем он еще хорош? Он в такой легкой форме, его можно и днем наносить под макияж. Вот в этом плане он, конечно, замечательный. Следующее, что у меня из сывороток. Из сывороток у меня сейчас Ordinary. Я люблю Ordinary и часто покупаю. Люблю их красный, вот этот вот пилинг. Но я, так как решила, что маски, все-таки маска иногда нанесешь, иногда забудешь. А вот такую вот сыворотку, здесь молочная кислота 5%. Я ее использую. Особенно вот сейчас летом я немножечко притормозила. Жидкая такая вот, приятная. Почти ничем не пахнет. Люблю. Прям кожа хорошая. Мне хорошо на него реагирует. Мне вообще кожа любит кислоты, поэтому я и мягкая. Кто-то меня, кстати, спрашивал. Спрашивали про маску. Про маску расскажу позже. Вот этот вот сыворотка Ordinary с молочной кислотой 5% у меня. Очень замечательная, мягкая. Она не дает никаких покраснений, раздражений. Вот я ее чередую. Могу, допустим, один день нанести
витамин С на ночь, другой день могу нанести кислоту, третий день могу нанести ретинол. В общем, я там смотрю, как у меня кожа сама себя чувствует, как, есть ли какие-то покраснения, реакции. Но вот на эту сыворотку у меня никакой нежелательной реакции не было. Только более свежее, более матовое, такое вот ровное лицо. Поэтому люблю эти сыворотки, буду покупать еще обязательно. Есть у меня ретинол 2% тоже от L'Ordinary. Мне нравится эта марка. Ну, неприятно пахнет. Вот это единственное, что мне не нравится. Но я практически уже его... Сколько у меня здесь осталось? Ну, уже меньше половины. Я использую его, мне нравится. Но если сравнивать с другим ретинолом, видимо, здесь маленький такой процент, он как-то... На него у меня даже нет никакой такой вот реакции, потому что с другим ретинолом я осторожна. Этот я могу наносить, ну, через день, и как бы кожа нормально реагирует. Он такой более мягкий для меня. И очень долго я искала эту сыворотку, именно Матриксил, который снимает спазмы, как бы, и такие более глубокие морщины, борется с такими более глубокими морщинами. Ну, конечно, это все, может быть, не совсем так. В общем, я ее не так давно купила и вот начала использовать. 10% здесь Матриксил и пептиды. Именно все, я надеюсь, что этот Матриксил разгладит мне мою межбровку. Вот. Я ничего не колю, поэтому, естественно, приходится как-то надеяться на Матриксил. Но, конечно, понятно все. Но, в принципе, когда я ее использую, мне нравится. Мне нравится эта сыворотка. Вот. Ну, вот, говорят о том, что именно она способствует разглаживанию таких вот глубоких морщин. И здесь большое количество пептидов. Поэтому пептиды. И пахнет, кстати, она тоже достойно, приятно. Следующее, что у меня есть, это сыворотка Cosrx. Сыворотка. Это для уменьшения пор. В принципе, неплохо тоже она работает, особенно летом. Я люблю ее наносить, даже иногда вместо крема. И у дочери, дочь у меня была, когда ей очень тоже понравилось, она сразу эффект увидела. Эта сыворотка Cosrx хорошо работает, особенно в летний период, как-то уменьшает и сальность, и текстуру кожи как-то улучшает. И вот такой тоже подсвеченный эффект. Я заметила, когда используешь кислоты в уходе, витамины, ретинол, витамин С, поры, они под контролем. Особенно вот в жару вообще очень хорошо. По крайней мере, они становятся менее заметными. Мне понравилось очень. От Сесдерма у меня вот такой крем. Я использую его, у меня уже меньше половины осталось. Это Сесдерма с ретинол и витамин С. Замечательный крем, действительно рабочий. Эффект действительно сильный. Здесь так и написано, что это сильный крем. Эффект такой видимый сразу, но с ним нужно быть осторожной. Я однажды что-то наносила его каждый день. Проснулась с красным лицом, потом у меня все это шелушилось, все это начало, прям была такая сильная реакция, но потом зато было очень красивое лицо. Такое вот кожа прям обновленная, свежая, он такого немного желтоватого цвета. Вообще со Сесдермом, вот после знакомства с этим кремом очень мне понравилось. У дочери я пробовала эмульсию дневную с салициловой кислотой, тоже замечательная, прям классный эффект. Но вот это вообще вещь. Если вы тем более в возрасте, то прям хорошо лицо обновляется кожей. Но надо быть осторожным, потому что реакции бывают очень такие вот сильные. Беру обычные кремы. Вот у меня есть Лакура. Просто недорогой. Купила в супермаркете. Знаете, мне так он понравился. Вот пользуюсь каждый день. И буду покупать еще. Называется гиалуроновый комплекс Лакура.
взяла вот этот вот крем, наношу, когда хочу дать коже передохнуть, просто увлажнение. Как увлажнение замечательный, но это ночной крем, он такой более жирненький. Наношу его на ночь. Очень часто использую сыворотки, или витамин С, или матриксил. И сверху закрываю просто увлажняющим кремом. Эффект замечательный. Иногда просто наношу, когда хочу дать коже, ну, не хочу ничего наносить, хочу, чтобы она немножко успокоилась, то просто дневной вот этот, ночной вот этот крем замечательный. Вообще недорогой. И буду покупать еще. Мне нравится. Я еще брала из недорогого. Я брала вот эту сыворотку от Сиен. Тоже сыворотка с гиалуроновой кислотой. У меня вот она почти заканчивается. Вот, знаете, недорогие продукты у меня улетают быстрее, чем дорогие. Я не знаю почему. У меня к ним вот тоже, когда ничего не хочется наносить, вот наношу, особенно когда было лето, жарко, наносишь вот эту сыворотку, и даже крем я не наносила, просто ложилась спать. Хорошее лицо утром. И есть у меня тоже, я брала вот с медовым экстрактом, с медом Манука. У меня была сыворотка, и вот я взяла крем такой ночной и для глаз. Почти заканчивается у меня для глаз. И вот этот крем тоже у меня заканчивается. Замечательный. Он такой питательный, и у него медовый такой аромат. Вот. И когда я хочу именно, чувствую, что мне нужно именно питание, такое более плотное что-то, вот, наношу. Вот. Несмотря на то, что это очень бюджетная косметика, мне понравилось. Я вот даже купила еще, вот этот еще пока не пробовала, купила в запас еще вот этот крем Сиен. Тоже ночной и тоже с гиалуроном, потому что мне уж очень понравилась их сыворотка, и я взяла еще баночку крема. У них там как-то бывают какие-то серии постоянные, какие-то лимитированные, ну, в общем, я решила на пробу взять. Что еще у меня из дневного ухода? Еще один дневной уход теперь я расскажу. Это дневной. Вот этот вот практически у меня закончился Beauty Fluid Olay. Замечательный увлажняющий крем. Прям лицо сразу красивое становится. Вот нравится мне очень. Но его редко где сейчас я могу найти. Брала от L'Oréal. У меня тоже дневной крем с ретиноидом и пептидами. Вот этот мне понравился меньше. Вот этот стоит в 2 раза дороже, чем, допустим, вот остальные, да. И смотрите, почти вся банка на месте. Вот. Что-то нравится, а что-то нет. Ну, в принципе, я пользуюсь. У меня сейчас просто еще кислотный крем в ходу на день. Вот это тоже люблю. Очень часто использую. Этот крем я использую летом, потому что у него есть SPF. Но он не очень приятный. У него тяжелая все-таки текстура такая. Ну вот чувствуется, что там есть SPF. Он так тяжело, как носится, тяжело. Такой какой-то вот чувствуешь его на коже. Вроде пахнет приятно, но 7 в одном. Здесь и антивозрастной увлажняющий крем. Вот. Ну, наношу его из-за того, что здесь есть SPF, поэтому как бы нужно. Вот дали мне несколько вот таких вот пробников от Chanel. И вот такой тоже крем вот я использовала. И вот несколько вот таких вот сывороток. Вообще никакого эффекта не увидела. Вот мне вот этот вот увлажняющий крем на день гораздо больше дает эффекта сияния, смягчения, увлажнения, чем вот это вот. Я не знаю. Раньше я пользовалась какими-то кремами Chanel, у меня были. Мне больше нравилась. Вот розовая какая-то серия была. Ну вот в этот раз вот использовала, вообще ничего не поняла. Вот за что платить такие деньги? Только то, что вот это вот Chanel и все. Так, что я использую из масок? Вот такая вот у меня есть Lava Scrub маска. Это очень такой глиняный, серой глины. Очень хороший такой скраб и маска в то же время. Наносите на кожу круговыми движениями, очень хорошо очищает, снимает ороговевший слой
И маска подсушивает и придает матовость лицу. С моей такой кожей комбинированной мне замечательно. Люблю вот эту маску от Darphan. Это Стиля. Просто легкое увлажнение. Я даже иногда с ней засыпаю. Ну, хотя не советуют, надо снимать, но я могу и уснуть. Вот, так что вот это вот. Вот эту маску Super Aqua. Я раньше ее не любила. Мне очень нравится ее упаковка, очень красивая такая очень красивый дизайн, красивая прям упаковка, приятный запах, вот. Но это такая слиппинг маска. Я наносила ее с каким-нибудь кислотным кремом. И вот я иногда сейчас тоже делаю такую, допустим, наношу кислоту и сверху закрываю маской. И такой вот эффект получается приятный. Маска становится более эффективная. Поэтому использую так. Сейчас я маски в основном беру добиваюсь из большой упаковки. В основном я использую маленькие упаковки масок. Что вот люблю еще, мне нравится, это такая бюджетная целебная глина, глубоко очищающая. Здесь масло чайного дерева и глина зеленая. Это белорусская вообще. Но, кстати, она очень хорошо очищает. И такой у нее приятный хвойно-травянистый аромат. Вот. Покупаю не первый раз уже Novage. Тоже замечательно. Мне девочка спрашивала маску с кислотами. Вот Novage Oriflame. Приятный, мягкая, приятная кислотная маска. Не сушит. Она как крем наносится и снимается тоже прекрасно. И осветляет. И поры как-то сразу, и черные точки бледнеют, и текстура выравнивается. И вот этот мой любимчик. Я покупаю уже сколько лет. Я часто брала его в маленьких упаковках, потому что в дорогу удобно. А сейчас вот купила большую и пользуюсь. Чаще всего рука к ней тянется. Использую в душе. Сразу прям белеет лицо, прям чистое становится лицо. И можно как маску, и как пилинг, и как просто умывалку использовать, когда вот хочется хорошенько так прям очистить, потому что вот это вот дает нежное такое ощущение. Когда хочется прям кожу как следует отдраить, то вот это. И 3 в 1 неплохой вариант. Гарни, у меня сегодня какая-то реклама Гарни прям. Что еще? Вот этот Клоранс люблю иногда нанести. Очень редко, правда, использую. Я в основном его для тела использую. Наношу крем, но туда капаю. А для лица я не люблю, когда у меня темное лицо. Но иногда, когда какая-нибудь прям совсем бледная поганка, то иногда несколько капелек и как будто отдохнула на Кот-д'Азур, в общем, отдохнула в Ницце. Такой эффект. Обожаю вот эти маски. Я вам про них рассказывала. Я покупаю в немецком ДМе. Вот эти вот маски, это в Мюллере, ДМ я беру. Вот эта вот маска увлажняющая с медом. Она просто тоже пахнет так приятно. Я часто покупаю, вот сейчас у меня они практически все закончились. Там различные Шаубенс, по-моему, Шаубенс марка называется. Есть просто именно фирмы Мюллер, но вот это с медом я вам советую, девочки, кто в Германии живет. И вот это мне понравилось. Очень классная маска, но она глиняная, она очищающая, с каолином, и, в общем, это Limited Edition написано, Лимон Капкейк называется. Боже мой, такая она вкусная. Когда вот хочется сладкое нельзя, наносишь вот эту масочку, и сладкое перебивается. Такое ощущение, как будто вы съели, открыли за столом, разрезали кекс, такой ванильный, и внутри такой сливочный лимонный крем. Просто вот какое-то объедение. Вот у меня закончилось, вот осталось прям чуть-чуть, я это пользую, и в следующий раз поеду, обязательно куплю. Хорошо работает. Мне больше сейчас вот нравится именно в таком формате маски.
Потому что вот большие упаковки как-то стоят, а вот эти вот они в ходу, они все время свежие, открыла, использовала, выбросила. Есть у меня вот такой вот, насчет масел. Тарфан — это у меня масло с жасмином. Это я когда покупаю кремы от Тарфан, там бывают обычно в подарок вот такие вот комплименты. Использую иногда. Очень приятно пахнет жасмином. И сейчас еще вот все лето как бы витамин С я меньше использовала кислот, каких-то ретинола, а использовала витамин С. И вот такое вот масло с витамином С замечательно, мне понравилось. Называется фирма Brightening. Витамин С, масло красоты с витамином С, органовым маслом и шиповником. В общем, оно такое в темном стекле, нейтральный, приятный такой растительный аромат у него, запах. Оно жирное, поэтому я его каждый день не могу наносить. Но если я, допустим, знаю, что буду мыть голову завтра, то наношу, потому что волосы моментально впитывают и становятся такими жирными. Вот. Но можно маленькую капельку нанести в крем, делать прям не вот так сильно, как вот я иногда наношу прям все лицо в масле, а именно капельку в крем, какой-нибудь простой увлажняющий, и тогда тоже хороший эффект, прям замечательно, мне нравится. Витамин С дает такой сразу заряд, и лицо отдохнувшее, свежее, действительно, как будто вот витаминами накармливает. Еще хочу показать из дневного, я забыла вам показать, дневной крем, но его можно использовать и ночью. Это Биобаланс крем, витамин В3, HA и цинк-гликонат. В общем, очень классный крем. Мне нравится, как он работает. Я использую днем. В принципе, можно носить и ночью. Здесь есть кислоты, конечно. Но на лето, особенно когда кожа жирнится, замечательно. Как раз здесь написано, что он oil-free moisturizer. В общем, замечательный тоже дневной крем. Вот такой вот у меня сейчас уход. Отдельно, может быть, сделаю видео, потому что уже видео просто получилось огромное. Сделаю видео про уход за телом, за волосами. Сейчас хочу все продукты закончить, добить, потому что вот иногда, знаете, покупаешь одно средство, не закончила, покупаешь второе, третье, и вот везде по чуть-чуть. Сейчас что-то меня это начало раздражать. Хочу полностью закончить все средства и уже потом открыть новые упаковки. Пока сейчас себя сдерживаю. В общем, вот такой вот у меня уход. Пишите, что вы используете в уходе, какие любимые кремы. У меня все, понимаете, у меня есть и профессиональные, есть и обычные супермаркеты косметика, и Ordinary я люблю. В общем, у меня такой сейчас вот Сесдерма мне очень понравилось. Поэтому сейчас поглядываю в сторону этой марки. Так что вот такой вот у меня уход. Пишите свои любимые продукты и средства. Кто-то пользуется продуктами, которые вы сегодня видели, которые я вам показывала. Пишите обязательно. Мне будет очень интересно почитать. На этом все. Хорошего вам настроения, прекрасного дня и пока-пока.